Вау! Ну что, друзья, жопа внутри всему, наверное, да? Мне интересно, что с моим верхним этим туннелем будет. Короче, такая вот загрузка у меня на Тромса. Начинаем мы из Чехии, едем на север Норвегии. Наконец-то пришли ко мне документы. 17:00 почти. В 10:20 я стал под рампу. Жесть, конечно, полная. У меня есть обновка небольшая в кабине. Такой мне подарочек сделал коллега из Слуцка. Так как я фанат Баварии. Ну, я думаю, многие об этом знают. Ну что, выезжаю я. Ну что, начинаем приключения. У нас тут аварийки. Не знаю, с чем это связано. Было мне пару километров до немецкой границы. Может быть, какой-то контроль на границе или еще что-то. И мне сейчас за километр нужно заехать. Там заправка по дороге через километр. Так, сзади машина уже есть, можно выключить. И сдать бокс чешский временный. И вам предысторию я не рассказал, наверное. Значит, мне сказали, что на базе с этого года, с 2026 года, Чехия включена будет уже в ДКВ. Где она? Вот мое ДКВ. Я достал его. Но в Чехии он у меня еще не заработал. Короче, ждут вот со дня на день, короче, с недели на неделю. Должна Чехия включиться в ДКВ. Вот, у меня. И вот эту штуку надо брать при въезде в Чехию. Те, кто редко заезжают сюда, так как я вот раз в 5 лет, то я взял на границе. И сейчас сдам при выезде обязательно. Вот, все. И сейчас у меня Германия должна подключиться, ближе подъеду к границе. Но мы стали почему-то как вкопанные. Может, кто-то что-то наробилось там или что. Ладно, сейчас ждем, что будет происходить. Еду я в порт Свинеустье и оттуда на Мальма. Завтра у меня паром. Завтра у нас будет уже 15 января. У меня периодически загорается неисправность системы мониторинга. То пропадает, то загорается. В общем, наверное, сейчас я послежу за ней еще. Вначале на морозе у меня были проблемы, но сейчас я смотрю, она мне постоянно дурит голову. Поэтому поедем по гарантии, пускай смотрят. Именно одно колесо у меня не видно. Где оно? Подождите. Вот. Видите, да, что? Нету этого колеса. Я пробовал регистрации делать. Все датчики. Но это не помогает. Заехал на заправку, там потихонечку они толкаются. С собой нужен техпаспорт и лицензию. Ну, лицензию просили, когда я его брал. На всякий случай возьму сейчас с собой. Все, дал я коробку. Ух ты. Чуть не забыл закрыть. Сейчас бы на голову мне как посыпалось. Короче, возвращаюсь обратно в пробку. Что-то крайне была женщина на кассе очень недовольна, что я хотел ей вернуть эту коробку, но я ее вернул, потому что мне она нахрен не упала. Да, и момент такой, что я специально маршрут пролаживал кругом вот этой вот корявой дорогой, потому что по широкой смотрел, была заправка последняя перед границей в Чехии, и там в отзывах все как один писали, что коробки не принимают, хоть ты тресни. Поэтому я поехал другой дорогой, чуть-чуть кругом, там в 30 километров, только ради того, чтобы сдать эту коробку. Ну и вот, собственно, я въехал в Германию. Проезжаю какую-то немецкую деревушку при границе. Скорость 30 здесь. И причина, почему мы стояли, пока что мне непонятна. На границе был выборочный контроль, то есть немцы работают на контроле, как в принципе и с Польшей. Если с Польши в Чехию я въезжал ни к души, никого, все в порядке, то немцы всегда работают. Не доверяют они ни чехам, ни полякам. Контролировать любят. Короче, все, ползу я на Свинеустье, мне 550 километров до туда. Ни хрена вообще не видно.
Еду немецкой националкой в сторону Дрездена где-то. То есть жесть какая-то. Но с дальним так чуть-чуть лучше. Вчера по Чехии ехал, то только на ближнем, потому что вообще был густейший туман какой-то. И ни хрена не было видно. Ну и здесь, как всегда, на камере лучше видно, чем на самом деле. Ковылял я деревнями, полями, лесами, горами, но зато я нашел магазин в Германии. В Чехии так и не купил я чешского пива, поэтому пойду куплю немецкого. Хоть в Нетто, конечно, я думаю... Хотя, посмотрим, что там сейчас будет, какое пиво. Нет, есть выбор и большой. Первое я себе возьму Эдингера проверенного. Я по чуть-чуть разного себе сейчас наберу. Так, следующее нашел вот такое вот. Я такое еще не пил, попробую. Ну-ка, что-то мне Альтенбургер премиум пилс. World Beer, все дела. Ну, и нашел и чешская Budweiser. Budweiser проверенная, мне она нравится тоже. Возьму и Budweiser. Так, что у нас имеется? Взял шампиньонов. Взял ноги за 6 евро килограмм. С таких сосисок. Рыбу какую-то нашел за 4 евро 200 грамм. Ну и десертов. Так остальное в Польшу покупал. Короче, все, на что у меня хватило фантазии. Ну, пиво, понятное дело, так и в Германии, поэтому я с запасом взял себе на пару выходных. Ну, хотя, кого я обманываю. Короче, все видите сами. Все это вышло мне в 51 евро. Кстати, кондитерская была, но там уже закрыто, ничего нет. Так, ну а я еду загружать теперь это все дело себе. Классно ехал, вообще попал, четкое пустое место. Шикарно стал. Тишина, спокойствие. Но в магазине мало выбора было. Да и у меня с фантазией в последнее время что-то туговато. Так, пиво сюда засадил. Вот мои боты зимние. Распаковал я их наконец-то на фирме 2. И посылку везу для Дениса. Мы с ним должны словиться где-то. Ботинки новые, они чистые, поэтому вот так вот это дело мы подожмем сейчас, чтобы ничего здесь у нас не билось. Вот. Здесь я вожу воду. Пятерку новую купил в Польше. Так, все, корзина пустая. И с той стороны сейчас продукты в холодильник. Что сухое в сухой ящик, что в холодильник, то уложить в холодильник. Вот мой сухой отдел. Тут все, что у меня может влазить. Ну, классный ящик в Скане в этом плане. Грузишь сюда все подряд. Чайник тоже здесь у меня хранится, когда без воды. Здесь у меня что имеется? Взял в вакууме в Польше, закатал себе на бутеры ветчину. Здесь коробки готовой еды для разогрева. Не заморозка свежая. Быстро надо съедать. Всегда смотрю по датам первые, что съесть. Я себе еще только здесь в Германии добавил этой вот такой вот еще макарохи здесь заряженные с чем-то. Так, сметана, помидоры, масло, сырки, там мандарины лежат. И что у нас здесь еще большое? Кура огромная, бляха-муха. О, заходит глубоко. Короче, все влазит отлично. Все супер. У меня все влазит. Вот туда в глубину засходит тоже хорошо все. Ну, это можно сверху все покидать уже. Не имеет особого значения, чтобы оно... И тортик я не доел. Сладости, да, я люблю. Я сладкоежка, это факт. Так, ставьте, чтобы оно здесь... А, сыр. О, такой вот сыр у меня еще есть. Холодос у меня стоит на 6 градусов всегда. Так, здесь мне что-то надо поправить куда-то. О, в принципе, нормально. Я его доем все равно сегодня. Так, забыл поднос. Все, поднос сюда. Бумага вот сверху, вот целый ящик забитый сухача. Все, здесь что-то у меня... Все нормально, все нормально. Холодос на 6 градусов у меня стоит. Вот, один уголок, второй, куртка висит. Ну все, здесь потом еще вот это вот
херня уберется отсюда, и все будет красота, все как мне надо. Но мне пора ехать дальше. Тут какой-то на вершине замок, что ли, высвечивается, или что там. Посмотрим, увидим поближе еще что-то или нет. 30 скорость с понедельника по пятницу, я так понимаю, да? Наверное, мы ничего и не увидим, да? Я думаю, да, он наверху там где-то стоит. Не в моем обзоре. Ну или там, может, какой-то костел большой. Но что-то очень красивое. Да, мне здесь вообще издалека было видно, а сблизи вообще не видно. Зато здесь вот такое есть у нас. Ну и все, дальше вот по такой дороге мне еще петлять километров 30. Дальше тоже тут, смотрю, еду. Вот Адека была, и место стать есть. И здесь, и здесь, и тут можно заехать. Нету запрещающих знаков никаких. Я просто вам не могу сказать, где я вообще сейчас еду. Но я еду очень интересными дорогами. Какие-то тут горы у меня. Тут я спускался сейчас. Такой затяжной спуск был по серпантину. Вот. Ну, то есть вот с Чехии, которая дорога, я поехал. И вот я тут петляю какими-то деревушками. Интересными такими всякими. И движения нету никакого. Хорошо себе спокойненько едешь. По такой Германии мне нравится ездить. Вот. А так, в целом, все знают мое отношение к западному направлению. Опять я в какие-то горы тут лезу. Какой-то подъем серпантином. Снега жалко нету на дороге. Если бы еще лежал снег, вообще была бы красота. Здесь, в Чехии, было, да, много снега. В Германию въехал. Все меньше, меньше и меньше его здесь, конечно же. Слышите, да, как поднагрузка идет наверх. Я в описании оставлю вам маршрут, вот по которому я здесь катался, в принципе. Посмотрите, кому интересно, где я тут ездил. В целом классно, да. Магазины классно, то что тоже получается, кто был? Нетто, ну вот Эдека, который ассортимент хороший, и Алди. Да, ночь, конечно, жалко, что ночь. Но я думаю, если бы сейчас был день, то здесь мне не так было бы кайфово ехать, так как здесь было бы огромное скопление машин, возможно, и тут бы просто никто бы не ехал бы никуда вообще. Даже по какой-то я узкой улочке тут еду, где с грузовиком не разъедешься. Для разнообразия. Через 300 метров по главной дороге держитесь левее. Ну, вроде бы запрещающих знаков я никаких не видел. Все в порядке, все как должно быть. Но да, здесь как бы с легковой, даже то, как машины наставлены, было бы тяжко разъехаться. Держитесь левее по главной дороге. Отличная тренировка перед Скандинавией. Вон с собачками гуляют кто-то. Через 160 метров поверните направо. Направо. Вот я в какие у меня тут эти самые На следующем повороте поверните направо. места. Через 140 метров поверните направо. Короче, я так понимаю, еду я в сторону 4-го автобана. Завершился мой первый день. Ну, точнее, как первый день. После загрузки первый день. Мне 100 километров до границы с Польшей. Я пока что поставил чайничек, попить чайку и лечь спать. У меня 23:42. Завтра я в обед стартану где-то только на паром. Немецкое у меня утро. Встаю я
по привычке свернул я пасту зубную со щеткой в полотенце. Пошел, как хожу я в Скандинавии, да, в туалет умываться. Каждое утро сходил я здесь в туалет. Вернулся обратно в кабину, поставил чайник. Сейчас я умоюсь в окно, потому что в германских туалетах умываться не рекомендуется. Даже в целом в туалеты, наверное, ходить не рекомендуется. Вот, поэтому я думаю, те, кто работает здесь, поняли, о чем я говорю. Долетел я до порта. И здесь сейчас интересный моментик. Тоже обзора у меня не было, вроде бы. Паром, линия Finnlines на Мальма из Свиноустья. И в чем здесь интересный прикол, что знак на него не стоит. Вот у нас стоят знаки в порт ехать, но это не те знаки, которые нам надо. А здесь нужно вот так вот объезжать это все дело. Съезжать вот на этом съезде. И ехать немножко дальше. Сейчас мы с вами доедем. И я пойду посмотрю, можно ли уже сейчас взять билет на мой паром в 21:30, который будет. И здесь даже тоже нету указателя на этот паром. Поэтому многим подсказка будет, что тут да как. Знак 16 тонн через 2 километра. Но у нас будет поворот на этот паром чуть-чуть раньше, поэтому без проблем. И, собственно, вот здесь у нас паркинг. Пишет, что платно, 2 часа бесплатно. Ну, это все чушь. Так, значит, заезжаем мы на этот паркинг. Алюминий, целлюлоза, фиш паркинг. А резина, почему нету такого паркинга отдельного? Не подходит мне категории все. Короче, стану где-нибудь, вообще все равно где, в целом. Где-то так стать, чтобы... Вот мы станем возле Ламберита. Или это не Ламберит? Парканемся тут мы. И вот туда сейчас пойдем мы прямо в офис. Возьму с собой ЦМР-ку, паспорт, естественно. Ну и номер я свой помню, новый. Все, получаем 2 бумажки А4, именно не билеты здесь. Вот. И заезжаем. С 15 часов можно уже заезжать грузовикам. И что еще главное, если у вас груз на Норвегию, то у вас должна быть уже экспортная декларация. Обязательно. Без нее вы не зарегистрируетесь здесь, на этой линии Finnlines. Ну и все, я тоже сейчас на заезд и в линию. Где-то мне дали тут. Раз, два. 3 бумажки, я вам соврал. 3 бумажки, 2 билета и вот одна такая линия написана, что куда ехать. Итак, вот машинка катается, запомните ее. Дают вам эту бумажку, вообще по барабану, это абсолютно вам бумажка. Въезжаете под шлагбаум, который к будке будет такой. То есть не правый, а левый пас. Затем вы въезжаете, там будет стоять машинка еще одна до этой, которая тут катается. Возле нее останавливаетесь, и он вам говорит номер линии. И затем вы сюда подъезжаете, и вас еще вторая машинка скорректирует более. Потому что мне сказали, те в одной машине 3, я приехал сюда, стал 3, подъехал этот чувак на машине, который катался, сказал, тебе 4. Все, я закрыл страну, у меня начался ломаный отдых, паром в 21:30, времени куча. Ну что, друзья, четенькая одиночка.
Шикардос. О, долбан с душем. Супер. Значит, подарок дали на пароме. Календарь. Да? Календарь. Кто первый меня встретит, тех, кого я не знаю, из подписчиков, я подарю этот календарь. Так, 26-й хоть год. А где посмотреть, я не знаю. Ну, не, ну 26-й. Вряд ли бы они 25-й год дарили бы. Короче, вот такие вот дела. Пошел я есть. Вот и да здравствуй, почти уже Швеция. Осталось выехать с парома. 6:50 у нас утра. 9:52, почти 10 часов вышло на пароме. Короче, времени огромное количество. То есть 11 часов пауза вышла. Поэтому открываем страну Швецию. Паром потом сам пропадет. Вот вам и нате, Скандинавия, юг Швеции. В Слуцке, в Беларуси снега по уши, в Польше снега по уши, в Чехии, в Германии снег, а в Скандинавии зимой в январе нету снега. Кошмар. Скоро здесь, я думаю, начнут расти пальмы. Ну да ладно, скоро мы уедем на север, и там появится у нас снег. Вот, но пока как-то так. Ну и, конечно же, мы поговорим в этом видео о Скане. Я и обещал перед Новым годом вам рассказать ужасные известия и новости, которые я сам узнал. И, собственно, с моей машиной уже тоже такая же история, только я об этом сразу не знал. Ну и, в общем, мы чуть позже с вами к этой теме вернемся. Если зима не идет ко мне, то я иду к зиме. Нашел себе дорогу, альтернативную вообще всем нормальным маршрутам. И поливаю себе вот в радость. О, лесовоз, здорово. Ну тут нормально, широко. Ну здесь, наверное, одни лесовозы в целом ездят. А я же в 40 километрах от точки, где я буду делать 45 минут паузу. И, собственно, мы, наверное, там с вами и поговорим про Сканию, если получится. Ну, а если нет, то проедем мы уже с вами на север, и там поговорим мы и про Сканию, и про все остальное. Так, а здесь мы должны скоро выскочить на дорогу нормальную. Это я немножко тут сократить решил, чтобы повеселее мне немного ехалось. Кстати, да, в этом рейсе у меня нагрузка 11,5 тонн на ведущую ось с поднятым ленивцем выходит. И 11 тонн с поднятой осью на прицепе. Также 11 тонн у меня получается. На данный момент я валю с опущенным ленивцем и с поднятой осью на полуприцепе. Вот видите, у меня только один значок горит. Сейчас я вам покажу нагрузки свои. Собственно, вот такие у меня нагрузки. Выходят 12 тонн, если я ленивца опускаю. Через на прицепе 500 получается. метров поверните налево. Ну и нагрузка на передок хорошая в целом. И нормально, короче, ехать с таким весом. Ну мы пойдем на Тромсе через Килписьярвы, через Финляндию. Так, друзья, подъезжаю я к месту, где делать 45 минут. Кому-то, может, название это что-то сказала, и уже он догадался, куда же я в итоге приехал. Городок или деревушка Мадангсхольм. И здесь я неспроста. Здесь у нас живет Андрей Толмачев. И здесь он купил себе гараж. И вот, собственно, сейчас мы обозрим его гараж. Что же там за гараж, что он там вообще делает. Но его грузовиков, по-моему, как нету. Он там сам с собой сидит один в гараже. Вот, поэтому я решил его навестить. Спокойно, сказал он, я подъеду с прицепом туда к нему. Он говорил, что он с линком туда заезжает. Ну и я когда последний раз у него был,
Значит, вообще, кто не в теме, кто такой Андрей Толмачев, и что я вам тут рассказываю, то я в описаниях оставлю все видосы, которые связаны с ним были, с его тачками, с Каниями. И вот в последнем видосе, когда я был у него здесь в гостях, мы ездили. Он тогда смотрел только, рассматривал вариант этого своего гаража. И я вот сейчас еду по памяти, вспоминаю, где же он. Ну, вроде бы как что-то там прямо, и потом где-то будет налево. Если я ничего не перепутал. Ну и я его должен увидеть с дороги с левой стороны. Тоже. Вот, да, где-то, по-моему, там. Где-то, по-моему, там. Или нет? Или нет? Или да? Вроде да. Сейчас заеду еще куда-нибудь не туда. Блин, ничего не видно. По-моему, туда. Ладно. А, вон прицеп его стоит. Так что по адресу я. Ух, тут у него скользковато. Видать, он с утра тут шел с ведром, подсыпал. Ну и может с ним поговорим про Сканию, а может потом я вам сам расскажу. Сейчас по обстоятельствам посмотрим. Андрюха занимается ремонтом своей брички. И кто смотрел последнее видео с ним, вот его тачка. Форд или кто это? Подожди, я забыл. Да, это Форд 69. Ой, 65 год. Форд 65 год. Только колесо Андрюха так на нем и не накачал. Наверное, он так и... Так на спущенном и катил его сюда. Здесь это насадка на седло, когда на выставку ездишь. И его игровая комната сбегает из дома ото всех. Это когда у него грузовые забирают, он садится и играет в дальнобойщики с рулем и с педалями. Так, что еще тут есть у него интересно? Тут еще только переезд, блин. Вот. Ну, у меня даже КамАЗ есть, блин, на этом вот. О, кстати, да. КамАЗ 5425. И ЗИЛ там тоже есть, если посмотреть. ЗИЛ, вижу ЗИЛ, да, есть. Дети целуются, это что-то какой-то разврат детский. Тебя посадить за это мог. Ой, блядь. Это с соседом, блядь, ёпти. Это не мое. А, это не твое уже? А, ты у него только толчок временно пользуешь, да? А что у него это за сарай такой на колесах? Да не, он строит такие домики на колесах. Это типа кемпинг-дом. А, вон оно что. Не ходи, но его нахуй, блядь. Ну, хоть подсмотрим чуть-чуть. Ага, прикольно. В чем прикол, это полностью крыша, наверное, с этих будет. Как я понял, Из- вон, видишь, солнечная Из панель. солнечных панелей, ну. И, типа, блин, немцы очень сильно покупают их и гонят туда на север, там где-то кусочек себе земли покупают, ставят их. И блядь, всё, и тусуются. И ездят, тусуются, да. Вот так. Сразу не обратил внимания. Доска, не доска, стенка. Стенка почета. Все трофеи, которые Андрюха на грузовиках получал. Вот тут есть они даже подписаны. Трак-шоу. Разные. Это второе место, Ну, третье да, да. место, там первые места. Вот, в 2019 году первое место. Это на каком грузовике? На старушке. А, нет, это на ТДС. ТДС это первый Nexton, когда я купил. Угу. Вот. Это Венспилс, это в Латвии. Это тоже в Латвии. Это Швеция. Это третье место старушка.
Вот так. Андрюхин старый прицеп. И вот он показывал свой, провалиться под снег и в камни, да? Нагребти, что ли, себе камней. Вот так у него сделал он себе апгрейд небольшой. Как вам, зацените? И вот знаешь этого текста? Какой? Goods by train, Plane and plane or ship, but always by truck. Короче, перевод. Груз на самолете, на поезде, на корабле, но все. Поезд, да, самолет, грузовик. Ну, всегда на грузовике. А, ну да. Что ж, Андрюха спешил, поэтому контент я без него запишу, но тоже от него немножко мы поговорили на эту тему. Он тоже крайне недоволен обстоящими делами. Так что заедем мы уже с вами в зиму зимнюю и поговорим. А здесь пока что вот у меня передачка от Андрюхи такая. Сейчас я ее распакую. Так, что у нас тут? У нас тут вот что. Странц, все как положено. Так, сейчас мы это Ух ты, а что-то... А чё их тут так много? А не, все нормально. Их 4 должно быть, по-моему. Раз, два, три, 4. И вставки, прокладки. А что-то в бумаге еще. Тут пустая бумага, что ли? Так, 2. Короче, да, вы поняли, что это уже... Не, здесь просто бумага. Коробка была большая. Так. Так, сейчас я вам открою. Открою, покажу. Все они одинаковые. Ну и вот. Специальненькие они такие черные идут. Можно цвет выбирать либо желтый, либо белый, либо черный. Ну и внутри у нас олень. Потом все это дело сделается, поставится. Я приеду, мне на базе поставят это все. И заценим, как это будет выглядеть на машине. С двух сторон это будет стоять. Спасибо Андрюхе за такую передачку. Я вам, друзья, решил снять видео на фоне маяка и колокола. Очень интересное место. Вчера прибыл я на стоянку в субботу. То есть, ну, у нас все по факту. Я допиливаю вам это видео именно в момент, как я его выложил. То есть 18 января. Значит, друзья, по Scania самая главная новость 2025, о которой я в принципе не знал. Где-то какие-то слухи ходили, но я как-то не воспринимал эту вообще историю. И в целом я вам врал все это время, получается так. Я это делал не специально, я сам того не знаю, это делал. В чем суть? Первую машинку в этой фирме, вы помните, да, Scania была супер 2024 года. На ней я вам говорил, что у меня подымался ленивец полностью, все хорошо. Честно говоря, до сих пор не знаю, поднимается ли он там или нет с полной нагрузкой, так как полной нагрузки у меня не было. Ладно, следующая тачка была старушка, все понятно. И сейчас у меня новая машина, я вам также сказал, что все у меня поднимается. И действительно, с моей нагрузкой, с которой я ездил, у меня все подымалось. То есть мы грузим рыбу 20 тонн, там, да, там по-разному бывает, 21, там 18, 19, 20, 23. И как бы получается, жопа всегда как бы максимально практически загружена. И у нас получается на седло вес около 15-14 тонн получается. При этом весе ленивец у меня поднимается. И то есть я так и ездил. У меня все поднимается, я вам рассказываю, что у меня все поднимается. И, значит, затем я загружаю заморозку 25 тонн. И я ехал всю дорогу, не нуждался как бы в полном поднятии. Ехал, все хорошо. И затем приехал на стоянку, что-то там подбуксовывал. Думаю, подыму полностью. Я зажимаю, держу кнопку, а мне так вот. Тудун! Я не понял. А это дело было после сервиса. ТО мое первое было на 20 тысячах. Мне делали полное обновление всей системы. Я думал, может, из-за этого у меня типа слетела прошивка на ленивец, и у меня он не поднимается теперь. То есть что-то такое. И, в общем, я начал дурить голову в своей фирме, говорю, у меня не поднимается ленивец, давайте меня на сервис.
Мне делают сервис. В Польше приезжаю я в Польшу, отправляют меня в сервис. Я приезжаю в сервис, они все проверяют и говорят, у тебя все в порядке. У тебя так, как и было, так и есть. Я не понял. И мне вышел там главный какой-то чувак и начинает рассказывать, что вот там какой-то новый закон. Суть даже не просто не нужно вникать. Итог какой? С 24 года машины, которые зарегистрировались в Польше, новые Scania, никто, ни у кого не поднимается полностью ленивец. То есть раньше делалась прошивка прямо в Scania. Ее делали, эту прошивку, естественно, за отдельные деньги. И у всех поднималась с любой нагрузкой наш ленивец. Сейчас ситуация поменялась. И теперь максимальный вес, который мы можем получить на ведущую ось, это 14,9 тонн для тягачей, которые регистрируются во всей Европе, кроме Норвегии. Для норвегов 16,9 тонн на ведущую ось. То есть как это выглядит? Если у меня на седле будет 15 тонн в сумме, то я уже он у меня не подымется, понимаете? Если у меня нагрузка типа выходит в 14 тонн, 13,8, там 14,2, наверное, еще может быть подойдет максимум где-то на седло, тогда у меня оторвется ленивец полностью, и весь вес перейдет на ведущую ось, и там будет у нас 14,9 тонн максимум. Все. Еще момент. Например, в Латвии заказали новые машины, и там у них даже не работает разгрузка на скорости свыше 30 км в час. Вот такая вот у них вообще история. Также я такую историю слышал и в Польше. С Эстонией мне еще не удалось ни с кем поговорить по этому поводу. Но в Литве, зато я знаю, каким-то образом они это дело все обманули. Но Литва это вообще отдельный мир, отдельная страна, поэтому в целом там можно делать все, что угодно. Какая суть здесь сейчас получается? Можно перепрошить, все можно сделать. Можно прошить, чтобы ленивец поднимался полностью. Но итог какой? Вы слетаете тупо с гарантией. Вот и все. И то есть я, в принципе, так как нагрузок не имел, пока заморозку не загрузил, то есть я был уверен, что у меня все поднимается. Я когда эту новость услышал, то есть, сказали, что вот, типа, все, и по-другому ничего не будет. То есть я вообще не понял, зачем эта Scania сделала, зачем она влезла в Скандинавию и чего она добивается. И совсем это было непонятно. Значит, для норвегов 16,9 тонн. То же самое. То есть все. И то есть сейчас они делают так хитро новые машины. Я не знаю по другим маркам, знаю по Scania. Ты покупаешь Scania, и ты становишься на контракт с этой Scania. На сервисное вот это вот обслуживание, гарантийно и все остальное. То есть, пример вам самый простой. Я кофеварку, которая мне не вперлась в этой машине, я не могу ее убрать. Я слечу с гарантией. Понимаете, насколько дошел этот абсурд? Кофеварка. Открутить 2 болта, отсоединить штекер. Не провода обрезать, ничего, просто отсоединить. И все. И я слетаю с гарантией. Ну вот. А вы тут говорите про ленивец, да? Точнее, я говорю. Чего и стоило ожидать, да? Вот такая ситуация. То есть я... Хорошо, что вам заранее с Андреем не записал видео. Андрей тоже, в принципе, негодует новую машину. Он тоже не хочет покупать из-за всех этих... Помимо оси есть еще огромные проблемы с электроникой. Не огромные проблемы, наверное, скажу так. Но вот с планшетом все знают эти моменты. Планшет где-то подтупливает, подглючивает. На морозе также в моих видео я что-то там показывал уже, что есть проблемы. Самопроизвольное включение музыки. Среди ночи у меня такого пока что не было, но периодически какие-то моменты проскакивают. Обновление мне никакое не помогло. Android Auto и CarPlay до сих пор как не было, так и нет. То есть, в базовых версиях его не будет. Есть премиум-версия, за которую нужно доплачивать деньги, там вы получаете все. Но если это все глючит и тупит, то смысла за это нету никакого отдавать деньги. Значит, еще моменты. У меня счастливый тягач. Я надеюсь, сейчас я не накаркаю на этом. Я не попал в сервис с проблемами двигателя, с какими-то еще другими проблемами, коробками. То есть, я только сам себе подписал сервис, на который мне не нужно было. Вот, в целом, больше в сервисе я никогда не был за 40 тысяч. И как вы сейчас кто не в теме, да, современного мира, современных автомобилей, скажут, да ты что, 40 тысяч, это ж вообще новая машина, какой сервис? Да, у нас все 590-е
попали в сервис на первых 10 тысячах с разными проблемами. Ну, как бы это все мелочевка, это все гарантийные истории, быстро это все решалось. Но сам факт, то, что машина попадала просто в сервис сразу. Вот, я же пока что единственный катаюсь. Также у нас новая 770, которую я показывал. Коллега поехал, въехал в Норвегию, и у него высветились ошибки тоже какие-то. Высветились ошибки. Там по тормозам, по чем-то еще. Но там машина, короче, постояла какое-то время, все это пропало. Приехали в сервис. В сервисе даже не были видны на компьютере эти ошибки, что они вообще были. В чем причина, в чем суть, непонятно. Естественно, когда какие-то ошибки высвечиваются, связанные там с тормозами, с двигателем, с чем-то, с коробкой, то, естественно, каждый будет сразу бить в колокола, машина на гарантии, ничего себе, давайте в сервис и решать этот вопрос. Выбиваешься из графика, теряешь время, ну и так далее. Собственно, вот да, такие проблемки выстреливают. Что еще могу сказать вам по поводу, значит, ленивца? Да, ленивца. Мне взял, короче, чувак в сервисе и полностью расписал эту всю историю. И такой момент будет интересный. Если мы имеем полную нагрузку, типа 19, например, тонн на седло, то при этом, так, мы можем получить на ведущую ось около 16 тонн. То есть перераспределить вес все равно, то есть мы можем. Туда где-то примерно так он мне докинул что-то. Ну, я сам еще пока также это не могу проверить, как это будет работать на деле. Больше это получится или не больше. Но у меня получалось больше 15 давать, когда у меня был чуть-чуть больше вес. Проверим это в будущем. Но в любом случае у вас останется висеть 2-3 тонны уже на ленивце. То есть, конечно же, это не смертельная проблема, но мы лишены, так сказать, дополнительного вот этого вот, который был у нас в моменте, когда мы можем влупить весь вес, подняв ленивец максимальным грузом, когда идем на затяжной подъем. Вот этот парашют свой мы потеряли. Теперь у нас его нету и нужно как бы думать об этом. Но ладно, еще, как оказалось, не все так страшно. Во-первых, да, пока эта машина, все относится к новым машинам. Второй момент, это относится к тем, кто работает в Польше, и машины зарегистрированы в Польше. И сейчас, в этом году, все-таки добились истории. Я не знаю, как это все работало, просто вот как мне шеф пояснил, что подавали, ну, я так понимаю, какие-то разрешения куда-то, дали разрешение на эту все-таки прошивку в итоге. И теперь за сумму в 2500 евро вы перепрошиваете обратно-таки машину, и вы получаете полную нагрузку. Я так понял. Или это пока что еще планируется, или это уже опять. То есть это было. Вот. Но это на какое-то время отменили. И я, то есть, разговаривал не с одним водителем, у кого такая же история, как и у меня. Поэтому, естественно, я не один, и все машины у нас на фирме с такой же историей. И в других фирмах в том числе. Следующий еще момент. Да, есть и обходные разные пути, но все эти пути, при котором ленивец будет подниматься, это все пути незаконные, и все эти пути слетающиеся с гарантией. Вот. Поэтому у кого как, расскажите. Машины примерно, наверное, не с начала 2024 года, а больше с конца 2024 года. И машины 2025 года. Как у вас, если у вас есть третья подъемная ось, как у вас обстоят с этим дела? Мне будет очень интересно. И вот история мне интересна с Латвии, что у пацанов на скорости, то есть ничего не происходит. Я могу делать разгрузку на любой скорости. Вот, с этим у меня вопросов нету. Еще у меня откололся при этом, когда я получил новый тягач, на прицепе у меня перестала подниматься ось на этом планшете. Или это и не за планшета, или опять-таки это я попал в эту прошивку автомобиля, что у меня ось на прицепе с максимальным весом не поднимается принудительно. Хотя на 500-ке, когда я работал, у меня все работало, без проблем всяких. Здесь я тоже просил, чтобы мне сделали физическую кнопку нажатия, поднятия оси на прицепе. Тоже не дошли до этого, то у них нету времени, то там что-то еще. Короче, я еще жду. У меня в сервисе еще лежит заказанный мною стол, который я ставлю уже полгода. Вначале я 500 ставил, сейчас я уже сюда его ставлю. Но вроде как лежит, ждет. Короче, будет в будущем у меня сервис, где я тоже попрошу все-таки добиться, чтобы мне сделали физическую кнопку. Потому что в мороз
Вы с осью прицепа вообще можете забыть про нее, что она у вас поднимается или опускается. Это что-то нереально. Как и с уровнем пола грузовика, тоже полная беда. Только в руки пульт, и в ручном режиме вы что-то сможете сделать в морозе. Притом я не понимаю, планшет стоит у нас в кабине, а не на улице. Как это работает, мне также непонятно. Поэтому, друзья, такие у меня новости на январь. Поговорим в следующем видео, наверное, о том, как искать работу в 2026 году в сфере водителя, да и в целом не водителя, очень много проблем. Мне очень много людей пишут, и очень часто и постоянный вопрос, неправильный вопрос и как правильно. Короче, мошенники. История больше пройдет по мошенникам. Тем более меня это зацепило конкретно, что кто-то от меня пытался там, от моих роликов людям втюхивать то, что я трудоустроен через какое-то агентство, и притом я работаю в Норвегии. Вот, ну, в норвежской компании. Поэтому есть о чем поговорить, поговорим обязательно. Ну и стрим, надо подумать о дате стрима, о чем поговорить. Ну, стрим будет в свободной форме, в принципе, как всегда у меня это бывает. Вот. Сейчас немножко нужно мне вот это вот раздуплиться, как говорится, войти в темп и режим работы. И все будет. Все, друзья, с вами был канал Tracker in Scandinavia. У меня берется к вечерку мороз, и я пойду домонтирую видео, чтобы вам его сейчас выложить. Все, до новых встреч, пока-пока.